Вы когда-нибудь задумывались, что скрывается за ценниками в миллионы долларов на картины? Сегодня я предлагаю вам погрузиться в мир тайных сделок и узнать, какие шедевры входят в топ-10 самых дорогих картин в истории и кто на самом деле ими владеет. Меня зовут Яна. Добро пожаловать в Микеланджелес, мой виртуальный город искусства. Открывает нашу десятку Густав Климт с «Водяными змеями», второй частью из этой серии. Эта картина — это настоящий венский стиль на пике красоты и символизма. Работа относится к началу 1900-х годов, завершает цикл картин с нимфами. Что мы видим на этом полотне? Видим женщин, плавающих в воде. Они окружены цветами, абстрактными узорами, и, как в лучших традициях Климта, все это с легким эротическим подтекстом. История этого полотна еще более захватывающая, чем само полотно. В 1911 году ее приобрела Дженни Штайнер. Она была одной из богатейших дам Вены, дочка промышленника и вдова фабриканта, связанного с шелковыми тканями. Но в 1938 году все меняется. С приходом нацистов ей пришлось бежать из Австрии, и «Водяные змеи» конфисковали, как еврейское имущество. В итоге картину купил режиссер Густав Учицкий, которого считали внебрачным сыном самого Климта. Дальше история набирает обороты. В 2012 году ее покупает швейцарский арт-дилер Ив Бувье за 112 миллионов долларов. Уже через год Бувье перепродает картину российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву за почти 184 миллиона долларов. Надо сказать пару слов о Рыболовлеве. Это известный российский бизнесмен. Он получил большую прибыль от продажи своей доли в компании «Уралкалий», теперь живет в Монако, у него свой футбольный клуб, и он инвестирует миллиарды в коллекцию искусства. Он купил картины Пикассо, Модильяни, Ван Гога, Мане на общую сумму около 2 миллиардов долларов. В этом видео мы еще неоднократно будем о нем говорить. Но покупка этой картины, и не только этой, в принципе, оказалась не такой уж удачной. Рыболовлев вскоре понял, что переплатил за некоторые полотна, которые он купил у Бувье. Он подал на него в суд за завышение цен. Судебные разбирательства начались сразу после сделки практически и завершились только в 2023. Но это еще не конец. В 2015-м Рыболовлев продал «Водяных змей» за 170 миллионов долларов уже с убытком. Говорят, покупателем могла стать катарская принцесса или азиатский коллекционер. Последняя веха в этой истории на сегодняшний день — это возвращение картины в Австрию. Картина оказалась в музее Бельведер в Вене. Ее для выставки предоставила Розалин Вонг. Это известная коллекционерка из Гонконга. Ее компания отказалась от значительно шестизначной суммы страхового взноса в обмен на экспертизу музея и реставрацию. Так что теперь полотно вернулось домой, в Австрию. Следующая строчка нашего рейтинга принадлежит Амадео Модильяни «Обнаженная лежащая». Амадео Модильяни — это не самый очевидный кандидат для статуса звезды среди художников. При жизни он совсем не купался в лучах славы. Деньги всегда были проблемой, а его работы, особенно вызывающие женские образы, не ценились так высоко. Модильяни ушел из жизни в 1920 году, когда ему было всего 35 лет. Но ирония в том, что сейчас его картины входят в число самых дорогих в мире. Хорошо, что он об этом не знает. «Обнаженная лежащая» — это самая дорогостоящая работа художника на сегодняшний день. В 2015 году она ушла с молотка на аукционе Кристис в Нью-Йорке за невероятные 174 миллиона долларов. Ее купил Люй Цянь, миллиардер из Китая, который начинал свою карьеру таксистом, а позже построил состояние на фондовой бирже. В последние годы он с женой, они стали активно собирать произведения искусства и планируют выставить эту картину в своем музее в Шанхае. А мы идем дальше. Номер 8 в нашем списке принадлежит Пабло Пикассо. «Алжирские женщины. Версия О». Это самая дорогая картина испанского художника Пикассо.
Хотя в целом-то Пикассо один из тех художников, за картины которого всегда готовы были платить много денег. И при жизни, и после смерти. Работая над этой серией из 15 полотен, Пикассо черпал вдохновение у Жена Делакруа и его картины «Женщины Алжира» 1834 года. Художник был очарован этой работой с тех пор, как увидел ее в Лувре, когда только приехал в Париж. К тому времени он потерял своего друга и соперника Анри Матисса, на которого Делакруа оказал большое влияние. И Пикассо хотел отдать Матиссу дань уважения и продолжить его наследие через свою версию вот этих сцен гарема. Каждая из 15 картин в этой серии уникальна. По композиции, по количеству персонажей, по колориту, по цветам. Каждому полотну художник присвоил букву от А до О. Интересный факт. В 1956 году все 15 картин из этой серии купил американский коллекционер Виктор Ганс. Его жена Салли. Всего за $212,5 тысяч. Всего. У Виктора тогда была небольшая компания по производству бижутерии, но, несмотря на ограниченные ресурсы, они вместе с супругой создали одну из самых впечатляющих коллекций искусства XX века. Теперь к версии О. В 1997 году ее продали за $31,9 миллиона британской арт-дилерке Либи Хоуи, которая перепродала ее анонимному саудовскому коллекционеру, который жил в Лондоне. И в 2015 году на аукционе Кристис в Нью-Йорке эта картина была продана за рекордные $179,4 миллиона. Кто ее купил, спросите вы? Пока это загадка. Но многие предполагают, что это мог быть Эмир Катара. 7-е место самых дорогих картин в истории занимают подвесные портреты Мартина Сульманса и Оупьен Копит Рембрандта ван Рейна. Эти полотна являются настоящей находкой в мире искусства. Почему? Потому что работы таких классиков практически не появляются на аукционных торгах. В основном мы сегодня в этом рейтинге увидим картины современных мастеров. Не 21 века, прошлый, позапрошлый век. А полотна Рембрандта были написаны в 1634 году по заказу богатой пары из Амстердама накануне их свадьбы. Какая-то состоятельная парочка высокого статуса была. Интересно, что Рембрандт не писал много портретов в полный рост, и еще поэтому эти работы сразу привлекли к себе внимание. Последняя подобная работа, которая вышла на рынок, была картина «Аристотель». В 1961 году ее купил Метрополитен-музей в Нью-Йорке за $2 300 000. А эти портреты, кстати, оставались в частной коллекции Ротшильдов с 1878 года и аж до 2015 года. Когда стало известно о возможной продаже портретов, Министерство культуры Франции и Лувр, в частности, столкнулись с жесткой критикой. Дело в том, что французское законодательство запрещает вывоз культурных ценностей, но была достигнута уникальная сделка. Лувр получил портрет Оупьен Копит, а Rijksmuseum — портрет Мартина Сульманса. И вот что интересно, картины будут выставляться вместе и никогда не будут разделены. После долгих переговоров музеям удалось договориться о совместной покупке за €160 миллионов или около $180 миллионов. Причем каждая сторона оплатила половину суммы. Эта сделка стала самой крупной суммой, которую французский музей когда-либо выплачивал за произведение искусства. Очень какая-то греющая душу история. Это, кстати, кажется, единственная картина, которую из этого списка, которую я видела вживую. И вживую выглядит просто фантастически, восхищаешься талантом. Я помню, как я долго стояла и рассматривала эти кружевные тапочки. Ну а мы переходим к номеру 6. Это Марк Ротко. И, как символично, картина под названием номер 6. Фиолетовый, зеленый, красный. Давайте поговорим о Марке Ротко и его искусстве. Он родился в еврейской семье, которая мигрировала из Латвии в США в 1913 году, когда Ротко было всего 10 лет. К концу 40-х Ротко стал известен своим уникальным стилем, который часто называют живописью цветового поля. Суть этого стиля — это большие прямоугольники ярких цветов,
которые как будто взаимодействуют друг с другом. Для Ротко цвет был основным инструментом для передачи эмоций, а не какой-то сюжет, люди и что-то другое. Он хотел, чтобы его картины вызывали у зрителя чувство возвышенности и духовного подъема. С 1947 года он почти перестал давать своим работам традиционные названия и стал использовать просто номера или цвета, чтобы отличить картины друг от друга. Он никогда не любил объяснять смысл своих произведений. Его цитата: «Тишина так точна». Он считал, что слова могут только запутать и ограничить воображение зрителя. В картине 6 вы увидите 3 ярко выраженных прямоугольника. Глубокий фиолетовый вверху, яркий зеленый в центре и насыщенный красный внизу. Сразу прошу простить за качество фото, авторские права и все такое. В хорошем качестве нет изображений в свободном доступе. Считается, что чтобы по-настоящему оценить работы Ротко, нужно увидеть их вживую. Потому что маленькие картинки в интернете не передают все силы их цветовой палитры. Если у вас есть опыт взаимодействия с картинами Ротко вживую, пожалуйста, напишите в комментариях о своем опыте, мне будет очень интересно почитать. Я думаю, не только мне. В 2014 году российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев купил эту картину у швейцарского арт-дилера Ива Бувье за колоссальные $186 миллионов. Эта сделка привлекла к себе много внимания, стала частью известного дела Бувье, о котором мы уже упоминали раньше. И небольшой апдейт. В 2024 году, в феврале, аукционный дом Кристис продал эту картину более чем за $100 миллионов. Но детали сделки, кто купил, кто продал, как обычно, ничего не было официально раскрыто. Но по данным американского телеканала CNBC, проданной картиной оказалась именно работа Ротко, и ее купил Кеннет Гриффин. Это американский миллиардер и глава хедж-фонда Citadel. Состояние Гриффина оценивается примерно в $9 миллиардов. Сам миллиардер известен своими впечатляющими коллекциями искусства. Но комментариев по этой конкретной сделке он не дал. И если эта информация правдива, то картина Ротко съезжает с 6-го места и опускается, но на какую именно позицию непонятно. Мне кажется, очень символично, чтобы картина под номером 6 оставалась на позиции 6. Поэтому пока мы ставим ее здесь. Ну а теперь давайте посмотрим на 5 самых дорогих картин. Ее открывает Джексон Поллок, номер 17A, если на английский мотив. Джексон Поллок — это один из самых ярких представителей абстрактного экспрессионизма и создатель капельной живописи. Как и Ротко, он не давал названий своим картинам, а присваивал номера, чтобы зрители могли сами интерпретировать его искусство. Поллок использовал технику дриппинг, это и есть капельная живопись. Это означает, что он не касался холста, а просто разбрызгивал краску на него. Ну, хотя он работал интуитивно, при этом все равно он тщательно планировал свои движения. В 1949 году номер 17A попал в журнал Life. Это дало мощный толчок популярности художника. Сегодня эта картина самая дорогая работа Поллока. В 2015 году номер 17A была продана Кеннету Гриффину за $200 миллионов. О нем мы говорили в предыдущем пункте и еще будем говорить дальше. Та покупка сделала номер 17A одной из самых дорогих картин в истории искусства. Ну а кто же у нас на 4-м месте? Здесь Поль Сезанн «Игроки в карты». На самом деле это одна из 5 версий картин на эту тему. И именно эта версия считается самой значимой и самой дорогой. Сезанн изобразил прованских крестьян, которые сосредоточены на игре в карты. Все 5 отличаются друг от друга по композиции, по цветам. Первые 2 художник написал в начале 1890-х годов. Сейчас они находятся в известных музеях. Одна в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, другая в фонде Бампса в Филадельфии. Остальные картины появились чуть позже, с 1892 по 1895 год, и на них уже 2 мужчин в шляпах, сидя за столом, играют в карты. Одно из этих полотен можно увидеть в музее Орсе в Париже, другое в Лондоне. Третье теперь находится в частной коллекции Мира Катара. Собственно, о нем мы сейчас и говорим.
И теперь о самой крупной сделке. В 2011 году эта картина была куплена королевской семьей Катара у греческого судовладельца Джорджа Эмбирикоса за впечатляющие $250 миллионов. Эта покупка сильно подчеркнула интерес Катара к европейскому искусству и культуре. И тут интересно узнать, королевская семья Катара, кто вообще эти люди. Это династия Аль-Тани, она управляет страной с середины XIX века. Действующий шейх — это Тамим бин Хамад Аль-Тани, я выговорила. Помимо всех политических моментов, он известен тем, что успешно вел страну к проведению чемпионата мира по футболу в Катаре 2022 года. Также он сыграл ключевую роль в покупке футбольного клуба Пари Сен-Жермен. Его маму, шейху Мозу, знают многие модницы. Она активно ведет свой Инстаграм, можете заглянуть на ее страничку. А его сестра, шейха Аль-Маяса, ее называют одной из самых влиятельных женщин в мире искусства. Она председатель музеев Катара. И мы подходим к тройке лидеров. Второе и третье места делят две картины, стоимость которых улетела в небо до $300 миллионов. Но так как стоимость одной из двух этих произведений искусства известна нам только по слухам, мы ее поставим на третье, а не на второе место. Итак, на третьем месте у нас Поль Гоген «Когда ты выйдешь замуж». За одно это название можно поставить картину на первое место. Шучу. О Гогене и о Пикассо мы уже говорили в ролике о плохих парнях. Ссылочка будет вверху. Если не видели, то посмотрите обязательно. Работы Гогена из его таитянского периода — одни из самых желанных произведений постимпрессионизма. И картина «Когда ты выйдешь замуж», на которой изображены две загадочные девушки на полинезийском пейзаже, была создана во время первой поездки Гогена на Таити. И она ушла с молотка почти за $300 миллионов, что делает ее одной из самых дорогих картин в истории искусства. Продажа этой масляной картины была подтверждена семьей швейцарского коллекционера Рудольфа Штехлина. Его семья владела полотном почти 50 лет, пока его не продали в 2015 году. Штехлин через семейный траст хранил ряд работ импрессионистов и постимпрессионистов, среди которых был Гоген. Эта работа до продажи выставлялась в художественном музее Базеля. Два анонимных дилера, которые знакомы с ситуацией, сообщили Нью-Йорк Таймс, что картину купил покупатель из Катара. Однако Штехлин не стал подтверждать, действительно ли новый владелец из Катара. Музеи Катара, находящиеся в Дохе, также не ответили на запросы Нью-Йорк Таймс о комментариях. Но мэр Базеля Ги Мори подтвердил, что продажа Гогена состоялась, и выразил сожаление по поводу потери картины. Позже инсайдеры сообщили, что вроде бы как Катар действительно стал покупателем Гогена за $300 миллионов, что больше, чем 250 миллионов, которые они отдали за игроков карты Поля Сезана, о котором мы говорили в предыдущем пункте. Арт-советник из Нью-Йорка Тодд Левин в интервью сказал, что слышал о продаже Гогена в прошлом году, и тогда цена колебалась в районе гораздо выше 200 миллионов, близко к 300. В общем, в Википедии и других русскоязычных источниках указана цена в $210 миллионов. В англоязычных источниках цена стремится к 300 миллионов. Нью-Йорк Таймс тоже пишет то одно, то другое, тайна, покрытая мраком. Поэтому оставляем картину на третьей строчке. Ну, а на почетном втором месте у нас Вильям де Кунинг «Обмен». До определенного момента Вильям де Кунинг рисовал абстрактные фигуры женщин, а потом переключился на абстрактные пейзажи Нью-Йорка. Он создал «Обмен» и сначала продал ее архитектору Эдгару Кауфману за $4000 всего-то. В 1989 году картина попала на аукцион Сотбис, была куплена японским арт-дилером Сигеки Камиямой почти за $21 миллион. Через год Дэвид Геффен, американский бизнесмен, меценат, сооснователь DreamWorks, купил полотно по более низкой цене. А в 2015 году он продал «Обмен» за $300 миллионов Кену Гриффину, который также является владельцем Ротко и Поллока из нашего рейтинга.
Кажется, Геффен просто с этой сделкой сорвал джекпот. Купил меньше, чем за 21, продал за 300. Эта продажа укрепила статус де Кунинга как одного из самых важных художников 20 века. А Гриффин, конечно, потратился знатно, но зато теперь владеет самыми дорогими картинами в мире. И вот мы дошли до первой строчки. Наверняка вы уже знаете победителя, он не меняется уже годами. Это Леонардо да Винчи «Спаситель мира». Этот шедевр долгое время считался потерянным. Впервые картина была задокументирована в королевской коллекции Карла I в XVII веке, но после его казни в 1649 году она исчезла на несколько столетий. В XIX веке «Спаситель мира» снова всплыл. Он оказался в коллекции французского коллекционера Франсуа Кукера. Но к тому времени атрибуция картины была утрачена, и многие считали, что это работа одного из учеников да Винчи. В 1958 году картину выставили на аукционе Сотбис в Лондоне и продали за смешные 45 фунтов. Это около $125 на тот момент. По ошибке, хотя, может быть, и нет, непонятно, приписали тогда ученику да Винчи Джованни Болтрафио. После этого картина снова исчезла из поля зрения и была куплена частными коллекционерами. В 2005 году в США случилась настоящая сенсация. Арт-дилеры Александр Парриш и Роберт Саймон обнаружили картину на небольшом аукционе в Новом Орлеане, где она продавалась как копия. За нее отдали всего $10 тысяч. Но с 2005 по 2011 год «Спаситель мира» прошел серьезную реставрацию, экспертизу, которая подтвердила, что это оригинал Леонардо. В 2013 году «Спаситель мира» купил уже знакомый нам Дмитрий Рыболовлев через уже знакомого нам швейцарского дилера Ива Бувье за внушительные $127,5 миллионов. В общем, да Винчи тоже успел побывать в центре скандала, о котором мы уже говорили. Но настоящий фурор произошел в 2017 году, когда картину выставили на аукционе Кристис в Нью-Йорке и продали за рекордные $450 миллионов. Считается, что покупателем стал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман. Но опять-таки на 100% утверждать нельзя, потому что официально сделка была оформлена через Министерство культуры Объединенных Арабских Эмиратов. Интересно, что после этой сделки планировалась выставка картины в Лувре в Абу-Даби, но в последний момент показ отменили. И до сих пор не раскрыто, где находится картина. Споры о подлинности картины тоже не утихают. До сих пор некоторые эксперты обсуждают, насколько вообще велика роль да Винчи в создании этой картины. Или, может быть, это все-таки его ученики. Итак, ребята, теперь вы знаете, что за этими сумасшедшими ценами на картины стоят не только краски, холст и талант, но и целые истории, интриги, иногда даже судебные разбирательства. Как видим, в искусстве все как в реальной жизни, только с более высокими ценниками. Спасибо за то, что погрузились в этот мир вместе со мной. Пожалуйста, будьте добрыми, поставьте этому видео сердечко. И если еще не подписались, то это обязательно нужно исправить. Всем пока и до встречи в следующем видео.